Здравствуйте, друзья! Сегодня очень необычное видео. Я расскажу, как можно прочистить вот этот дренажный сток, дренажное отверстие в холодильнике. Оно может доставлять очень много хлопот, но вначале я расскажу самые простые методы, с которыми справится даже школьник, а потом уже покажу профессиональную очистку, которая также проводится за холодильником. А если забился сток, то его можно прочистить вот такой щеточкой. Она используется обычно для мытья бутылок и очень удобно хорошенько прочистить. Я ее изогнула специально, и тогда она уже легче проходит вот в таком положении, потому что сток сзади за холодильником, он направлен вниз и собирается в специальный поддон. Если у вас такого приспособления нет, можно взять обычную проволоку. Но, друзья, имейте в виду, вот конкретно в моем холодильнике он расположен внизу. Соответственно, трубка, по которой все это течет в поддон, она короткая, приблизительно сантиметров 20. Но если у вас двухкамерный холодильник, вот, допустим, где-то вот здесь на середине у вас заканчивается, внизу уже морозилка, то сток будет приблизительно на середине холодильника, и, соответственно, трубка, она будет опускаться вниз за холодильником в поддон. Я покажу чуть попозже. И вам придется использовать, конечно же, длинную проволоку размером где-то с метр, возможно, даже побольше, чтобы прочистить. Следующий вариант, я считаю, очень хороший. Это вот такая спринцовка. Можно наполнить ее горячей водой и под давлением вот в отверстие убираете, конечно, вот эту пластиковую штучку, засовываете спринцовку и под давлением вот так вот пробиваете. И второй вариант, можно спринцовку просто сжать, засунуть в отверстие, и тогда, плавно отпуская ее, она засосет все, скажем так, нечистоты, все, что попало в отверстие, потому что основная причина загрязнения заключается в том, что частички пищи, какие-то крошки могут попадать вот сюда в сток. Ну и еще очень простые варианты. Это обычная зубная щетка небольшая. Ей вы, конечно, глубоко туда не пролезете, но частично можете прочистить проход, и вода, в принципе, может спокойно дальше сливаться. Ну и совсем простой способ – это обычная ватная палочка. Получается такая ситуация, что при забитом стоке, во-первых, у вас может быть очень неприятный запах в холодильнике, потому что сзади по трубке вся эта пища пропадает и дает очень неприятный резкий запах. Также вода может переполнять данный сток и попадать вот сюда под поддон с овощами. И у вас получится очень много воды здесь вот в холодильнике внизу, а также на полу. Если двухкамерный холодильник и внизу находится морозилка, все будет стекать в морозилку, намерзать лед, дверца не будет хорошо закрываться, и также, в принципе, сама морозилка может выйти из строя. Поэтому, друзья, в каждом холодильнике есть вот такая пластиковая штучка. Ее ни в коем случае не убирайте. Она предотвращает попадание в сток каких-то крупных частиц. Поэтому очень советую ей пользоваться. И для того, чтобы предотвратить попадание каких-то частичек еды в данный слив, и чтобы холодильник очень хорошо работал, важно, чтобы продукты в холодильнике, они не прикасались вот вплотную к задней стенке. Вот у меня случился такой эпизод. Я размораживала большое количество мяса, вакуумированное, и упаковка где-то прорвалась. Мясо было прислонено к стенке, и очень много крови стекало по стенке. Не только на всех полках у меня было все грязно в крови, но и по стенке. И теперь мы плавно переходим к профессиональной очистке стока, дренажа. Он осуществляется с другой стороны холодильника. Холодильник нужно, соответственно, отодвинуть. Здесь вот такой есть поддон. Он собирает всю воду, которая образуется в холодильнике, и по данной трубке спускается вниз. Поддон тоже легко снимается. Посмотрите. Поддон крепится, по сути, вот на вот эту вот штучку. Здесь есть специальная пластиковая крепежка. Она должна заходить под вот эту вот штучку. Ну, вот таким вот образом, как палец. Это компрессор, он довольно-таки теплый, и за счет температуры компрессора вода, которая собирается в данном поддоне, она очень хорошо испаряется.
Как вы видите, у меня поддон чистый, я его уже очистила, но до этого у меня, конечно, здесь было очень много крови, все давало сильнейший запах, несмотря на то, что холодильник был чистый, но запах от поддона дает о себе знать, и он распространился по всей квартире, просто невозможно было находиться в помещении. И вставляется так же легко, как вы видите, я вот эту пластмассовую штучку загнала под металлическую мостик. И вот обратно установила. То есть установка вообще элементарная. Трубка также снимается очень хорошо. Сейчас вот продемонстрирую. Немножечко ее нужно покрутить и потянуть на себя. Вот. Трубку я сняла, чтобы вам показать. Конечно же, когда у меня здесь было очень много крови, в трубке было множество бактерий, плесени. Но сейчас она, конечно же, чистая и также очень легко одевается. Данный выход — это выход из холодильника, который я прочищала щеточкой либо проволокой. Вот так вот легко одевается. И опять опускаем сюда. Другая ситуация, если у вас двухкамерный холодильник, и, соответственно, вот это дренажное отверстие, оно будет находиться где-то в середине холодильника. Ну, вот в большинстве случаев. Тогда трубку снять так просто не получится. Нужно убирать вот эту вот решетку. Но на таких холодильниках, как правило, либо здесь есть какие-то застежки, поворотники, то есть можно их повернуть, и решетка отслоняется. Ну вот в моем случае здесь вот такие шурупы, то есть их можно немного открутить и отслонить решетку, и тогда снять трубку. Но когда трубка посередине, она на самом деле еще проще снимается, чем в моем варианте. И потом данную трубку просто под горячей водой хорошенько промыть. Друзья, отдельно скажу про запах в поддоне, особенно если у вас, как в моем случае, очень много крови сюда натекло, и, соответственно, запах сильнейший. Поддон я очень хорошо вымыла, трубку тоже, и залила их концентрированным раствором лимонной кислоты, приблизительно 3 столовые ложки с горочкой на пол-литра воды, и оставила в таком состоянии на 3 часа. Запах, могу сказать, что практически улетучился, но когда я установила поддон обратно и холодильник начал работать, компрессор, он дает тепло, и появился в помещении, вот где стоит холодильник, небольшой неприятный запах. Что я сделала? Тогда я уже в установленный под холодильник поддон налила еще раствор лимонной кислоты и оставила до испарения. И в течение недели у меня вот практически полностью раствор испарился, но при этом полностью удалился вот этот оставшийся неприятный запах. Потому что при таком длительном взаимодействии лимонной кислоты с пластиком, все микробы и все лишние запахи исчезают. Вот здесь важно просто выдержать время, и запаха у вас точно не будет. Но это на случай вот таких вот экстремальных ситуаций. А как избавиться от запаха тухлого мяса в холодильнике, которое у вас пролежало несколько дней, а возможно даже недель, и вы не можете с этим ничего поделать, и запах стоит в квартире уже месяцами? Об этом я расскажу в своем следующем видео, чтобы данный ролик был покороче. И также расскажу, как приятно ароматизировать холодильник внутри. Ну, а на этом, друзья, у меня все. Делитесь своим опытом, как вы прочищаете дренажное отверстие в холодильнике. И до новых встреч!